Париж, 1939 год. Молодая женщина мадам де Флориан пакует в саквояж только самое необходимое и покидает свою квартиру в надежде скоро в нее вернуться. Но через несколько месяцев вся Франция была оккупирована немцами. И молодая мадам так никогда и не вернулась в свою квартиру, которая так и застыла в 1939 году, храня память о прекрасной довоенной эпохе, твисте, модернистах, шуточных песнях о Коко и неподражаемых русских балетных сезонах Дягилева. Мадам де Флориан до самой смерти платила аренду за квартиру и скрывала ее наличие от всех. И только после смерти в возрасте 91 года наследники смогли попасть в заветную квартиру. Частично снятые со стен картины и разложенные вещи наталкивали на мысль, что последний день в этой квартире выдался не из легких. Видимо, владелица принимала сложные решения о том, спаковать ли ей все вещи и уехать или обойтись легкой поклажей. Видимо, как и многие, мадам не верила, что война продлится так долго и разрушит так много, что в итоге обошлась лишь парой дорожных сумок, оставив свои шикарные апартаменты дожидаться свою хозяйку. К слову, несмотря на то, что интерьер жил уже в 40-е годы, все же его обстановка явно отсылает нас к 20-м годам. Модерн сквозит во всем, и в витых ножках, и в вышитых цветами шторах. Скорее всего, мебелировка квартиры последней владелицы досталась от ее бабушки, Марты де Флориан, которая в 80-х годах позапрошлого века блистала на сцене, слыла советской львицей и вполне могла позволить себе обстановку любого уровня роскоши. Всем привет! Это было краткое введение в квартиру, которую я решила построить. Она будоражила мое сознание очень давно. Я несколько лет назад нашла эту статью о том, что это реально существующая квартира, которая была вскрыта, по-моему, в 10-х годах, то есть там, лет 10-15 назад. К сожалению, есть только фотография с отчетом об этом вскрытии с этой квартирой. Почему-то решили не снимать весь этот процесс, хотя, мне кажется, это было бы чем-то фантастическим. Так вот, это реально существующая квартира, это реально существующая мадам де Флориан, которая собрала вещички и уехала, спасаясь от оккупации Франции, которая, кстати, длилась целых 4 года, чего тоже никто не ожидал, что это так быстро произойдет, так надолго затянется. И, видимо, вот она посмотрела на это все и никогда не вернулась больше в свою квартиру, но продолжала платить аренду, и никто из ее близких, я так понимаю, ни муж, ни дети, ни внуки не знали о том, что вообще у нее есть квартира. Что мне немножко странно, что любую квартиру затапливают, что-то происходит. Возможно, все-таки кто-то туда заходил, но я так понимаю, что ничего там не менялось. Потому что по фотографиям видно, что там такой слой пыли, такой слой всего вообще, что может произойти с этой квартирой. Там и частично уже отклеились обои, и что-то там потекло, отстало, провалилось и так далее. Представляете, там 70 лет была закрыта квартира, и все, что там происходило, в общем, там было закапсулировано абсолютно. То есть я думаю, что там какие-то прорывы были и водопровода, еще чего-то, потому что там есть кое-где такие следы. Но главное, что все вещи, вся обстановка, она плюс-минус сохранилась, и сохранилась именно в том виде, в котором ее оставила владелица. То есть, просто, не знаю, мне немножко страшно, конечно, это представлять, что, вы собирались утром на работу, оставили там кружку, после завтрака что-то оставили, какую-то одежду там кинули свою домашнюю и пошли по своим делам, и никогда больше не вернулись. И вот все как было, так и осталось, а потом-то ученые будут изучать, вот он пил кофе на завтрак. В общем, меня эта мысль очень давно крутилась, мне очень нравилась эта квартира. Вы знаете, что я люблю всякие такие исторические штуки, я люблю погружаться в историю, а эта история настолько прекрасная, замечательная, какая-то такая неземная, что, в общем, это одна из моих любимых. Я, кстати, для этой квартиры взяла свою любимую квартиру в Симсах, в Сан-Мишуна.
Я заметила, что она моя любимая, потому что я все чаще и чаще к ней возвращаюсь. Очень-очень мне нравится ее расположение, то, что вот у нее так много окон, то, что она имеет вот эти самые окна, потому что я не люблю, которые в других нескольких квартирах, в домах, точнее, такие, знаете, большие, эти панорамные. Я вечно не знаю, что с ними делать. Они такие здоровые, как-то штор для этих окон не так много, и что-то хочется иногда поставить под окно, а ничего не поставишь, потому что они как бы прозрачные. И ты мнешься, не понимаешь, что с ними делать. А вот когда такие обычные классические окна, я прям их обожаю. Поэтому отчасти была выбрана эта квартира, отчасти из-за того, что у нее такие вот полукруглые выступы, где можно устроить столовую, или там прекрасно помещается большой диван, и он прям всегда туда как влитой становится. Мне тоже это безумно, конечно, нравится, весь этот процесс. И пока я создавала эту квартиру, я получала удовольствие. Надеюсь, вы тоже получите удовольствие, пока будете смотреть. И, кстати, чтобы имитировать вот эту самую пыльность, я немножко отредактировала видео, немножко приглушила цвета. Но не переживайте, в самом конце будут слайды всей квартиры в нормальном цвете, то есть вы сможете посмотреть, как она в реальности выглядит, но в само создание я тоже решила частично погрузить вот это ощущение, что немножечко такое подпорченное, подпыленное и так далее, потому что в Симсах, конечно, пыль создать невозможно, никак не накопится, сколько бы я ни играла, то есть я там, благо есть вот эта самая паутина, которая мне спасала дырки на стенах, а для пола на самом деле вообще ничего нету. Одни вот эти разводы от воды, и как бы все. И немножко, я помнила, что в отладках есть в эко-жизни какие-то там, что-то такое подзасрать можно, но это прям было слишком современно, и я, чуть-чуть, конечно, покидала, чтобы оно было вообще. Но сильно не получилось. И как-то странно получается, что стены такие уже покорябанные, разрушенные, то есть я смогла достигнуть этого, а пол весь целый. Как бы такое. В общем, частично я хотела прям полностью заставить, потом я поняла, что не хочу прям полностью заставлять эту квартиру. Она, в общем, балансирует между тем, что между реальными фотографиями, которыми я, конечно, вдохновлялась, но полностью копировать не получилось, потому что как бы это 74, ты не можешь полностью скопировать. Но все-таки я ими вдохновлялась и каким-то своим представлением об этой квартире, об этом состоянии вообще, которое осталось в квартире, я разместила в каждой комнате по камину, потому что, во-первых, они были на фотографии, и это значит, что, скорее всего, этот дом не подключен к общему теплоснабжению, и это, в принципе, скорее всего, так и было, потому что во Франции до сих пор некоторые дома не подключены к центральному теплоснабжению, иногда у них есть в доме котельная, иногда у них там у каждого в квартире есть своя какая-то отопительная система. Поэтому, скорее всего, этот дом как раз-таки отапливался с каминами владельцев каждой квартиры. И как раз-таки я разместила по камину в каждой комнате. Конечно, скорее всего, они бы были там как бы стенка к стенке, в смысле того, что с одной стороны камин и с другой стороны камин в другой комнате получается. И за счет этого только одна там труба используется для того, для вытяжки. Но я их раскидала так очень сильно. Но будем считать, что так оно возможно с такое количество каминов. Но опять-таки, да, такое большое количество каминов невозможно. И, скорее всего, 1-2 были бы центральные какие-то в центральных местах, где бы они обычно располагаются именно в центре квартиры, для того, чтобы полноценно прогревать всю квартиру. Но для красоты я разместила везде. В общем, я оторвалась по полной, я насладилась процессом, надеюсь, вы тоже насладились просмотром. По-прежнему я воюю со своими симсами и с тем, как их записывать, и поэтому опять один кусочек пропал видео. Мне очень грустно, это был достаточно большой, хороший кусок, но перезаписывать я его уже не смогла, потому что я сохранилась, и отматывать назад мне уже просто не было сил, потому что я
Это был не первый раз, когда пропал кусочек видео, я переделывала, я потом опять переделывала, поэтому я уже решила, что так оно и будет, тем более, что есть много скринов, есть много фотографий, и плюс пока я наполняла отладками, там, в принципе, я полазила по всем комнатам, я все тщательно обставила, пересмотрела в конце, так что думаю, что вы поймете, что к чему, и не потеряетесь, там выпал кусочек как раз-таки, по-моему, зала и кухни, насколько я помню, кухня-столовая. Вот. Так что, повторюсь, наслаждайтесь просмотром, подписывайтесь, ставьте лайк и до новых видео.